Вот смотри, я расскажу сейчас статистику, которую я читал. Не знаю, так правильно ли говорить или нет. Вот за 1400 лет правления ислама или же вообще существования ислама, давайте так скажем, что до 150 лет до этого времени я не знаю в истории Европы и западного мира, чтобы жили мусульмане на этой территории и соблюдали свои религии, и строили мечети, если там не было правления ислама. Да? То есть я не говорю Балканы именно, а за Балканами, на территории самой Европы 150 лет назад не было мусульман, кроме мусульман-рабов, которых возили туда, продавали. Но за 1400 лет на территории исламских государств и в Ираке, и на территории Хорезма, и на территории Аравийского полуострова, частично, Египта, и Тунуса, Алжира, Марокко, Средней Азии. В этих странах Анатолия, Османская империя, Аббасидская империя, Аммиадов были другие религиозные деятели. То есть были религии христианства, иудаизма, они жили так, как хотели. У них были свои церкви, они торговали. Я недавно прочитал, что, оказывается, христианские страны, которые были под Османской империей в Балканах, Османская империя от них собирала 7 или 6 миллионов золотых монет за год, а тратила на них 17 миллионов. Строила дороги, школы, то есть давала все. Когда эти страны развивались, Османская империя от них военных не брала, ничего не делала. Это и является справедливость ислама. Поэтому я говорю, нас очень много смотрят не мусульман, и поэтому я говорю, призываю, изучите историю ислама и изучите историю Запада. Вы увидите, что такое справедливость в исламе, в истории мусульман. На самом деле это не просто хвала, это огромная справедливость. Посмотрите историю Андалузии. 809 по некоторым источникам, 815 лет мусульманская страна, которая существовала, Андалузия, это Испания и Португалия были под ней. Жили христиане, жили иудеи. А когда потом правление отняли, вот эти крестоносцы у мусульман, то есть они вырезали всех мусульман. И после этого, то есть от 1500-х годов и вверх, то есть до нашего времени, в Испании не было ни мечетей мусульманских, даже они закрыли синагоги, которые были. И поэтому султан Сулейман и его дедушка Баязид II, они спасали евреев даже, которые были там, иудеев, которые были там, они их спасали от колонизаторов испанских, королей вот этих всех. Видите, нету, они уничтожили все религии, только мы есть, только мы правда, только мы правильные. А в исламе не было так. Ислам это справедливо. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто убьет человека замми. Замми это человек, который находится под властью мусульман. И признавший власть мусульман, тот не почувствует даже запаха рая. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, нам сказал. И я считаю, что это является справедливостью ислама. И то, что сегодня делается и творится и призывается против ислама, это призывается против справедливости. Банковские системы, почему они не хотят исламскую систему банка? Потому что они знают, что их вот эта несправедливость и рабская система, которой они заставляют людей брать деньги, платить 2-3 раза больше, исчезнет их заработки. Правление, которое будет справедливость в нем. Дела, которые рассматриваются годами дела рассматриваются судебные, и потом оканчиваются несправедливыми решениями. В исламе ничего подобного нету. Это такая краткая беседа о том, что ислам несет в себе справедливость. Законы Всевышнего, они не ошибочные, и поэтому в них нету поправок. 1400 лет в них не были поправки, они законы Аллаха Субхану ва Тааля. Тот, который знает людей, как он создал, что хочет человек, что он может, что ему вредит. Аллаху алям.